Иван-чай – древнерусский напиток, который обладает необыкновенным вкусом и набором полезных свойств. В отличие от традиционного черного и зеленого чая, который сделан из камелии, Иван-чай получают из кипрея узколистного, многолетнего травянистого растения с яркими и красивыми цветами, который в народе и называют Иван-чай или копорский чай. Кипрей произрастает в северном полушарии, особенно распространенном в полосе хвойных лесов. Как же листья кипрея узколистного становятся ароматным и полезным напитком? Кипрей – дикорастущее растение, и в настоящее время для производства чая не культивируется в сельском хозяйстве. Поэтому можно со всей ответственностью заявить: Иван-чай – это чистая энергия дикой природы. Всходы кипрея в этих местах появляются в конце мая, и уже в середине июня начинается сбор урожая. Сезон сбора короткий – 2-2,5 месяца. Но лучший чай собирают до того, как растение отцветет и начнет давать пух. Сергей работает на сборе листьев кипрея не первый год. В среднем он собирает по 100-150 кг за световой день, от рассвета до заката. Секретов особых нет. Главное — это стараться брать качественно лист. Мы берем, так вот его держим, снимаем, до конца не доводим, берется чистый лист. Чтобы процесс был более быстрый, мы как бы с одного раза берем сразу с нескольких растений. Потом этот лист в течение буквально 4-5 часов уезжает на фабрику, попадает в технологию. Собранный лист доставляется на фабрику, где в первую очередь проходит процесс завяливания, от которого во многом зависит вкус и аромат будущего напитка. Александр, директор фабрики, знает все тонкости производства. На первой стадии технологической переработки Иван-чай приходит с фабрики с достаточно коротким сроком от момента сбора до момента поступления вот в эти барабаны для завяливания. Здесь самый основной процесс – это уход влаги, которая содержит собранный лист, ну и дальше его постепенное плановое увядание или завяливание по-другому. Второй процесс в обработке чая. Здесь происходит скручивание чайного листа до выделения сока. При наличии сока начинается процесс следующей ферментации. Без сока, соответственно, этот процесс не запустится или пойдет там в ограниченном режиме. Самое главное здесь на этапе скручивания не разломать чайный лист до того, как начнет выделяться сок. То есть время скручивания, сила, с которой роллер прижимается, ну это все выбирается, так сказать, ручным способом. После роллера мы убираем комочки, которые образовались в процессе скручивания. И потом, соответственно, уплотняем чай в ящиках до определенной высоты для того, чтобы поставить его на ферментацию. Процесс ферментации идет закрытым или открытым способом. Ну, мы выбираем в зависимости от того, какой чай мы производим, где больше нужны там цвета или вкуса, запаха. Обычно это может занимать там от 2 часов до 15-16 часов. Это все связано там с возрастом чайного листа, с временем переработки и с видом получаемого чая. Это последний технологический процесс после ферментации, который связан с правильным сушением и температурной обработкой чая. Здесь очень важно правильно досушить чай. Шкафы рассчитаны на определенную температуру. Мы ее выдерживаем там, от 85 до 97 градусов. После того, как чай заканчивает процесс сушения, мы увеличиваем температуру и в короткое время проводим термообработку, для того, чтобы у чая не осталось никаких вредных веществ и температуры они были убраны. После того, как чай сделан, идет процесс сортировки его и разделения на несколько
разных фракций, разных размеров. Процесс динамического вращения позволяет с высокой скоростью сортировать чай. После разделения по фракциям на виброплатформе Иван-чай упаковывается в промышленную тару. Но это еще не все. Чтобы набрать достойный аромат и вкус, Иван-чай должен вызревать не менее 2-3 месяцев. Для этого он отправляется на склад, где его примет Светлана, начальник органолептической лаборатории. Производственная лаборатория осуществляет контроль каждой партии сырья, поступившей на производство. На складе осуществляется отбор сырья. Согласно ГОСТу мы проверяем влагу на влагомер и проверяем органолептику и физико-химические показатели. Влажность сырья не должна превышать 10% для предотвращения роста посторонней микрофлоры. И определяем органолептику на запах, на цвет и на вкус. Разные партии Иван-чая обычно отличаются друг от друга, а для настоящих ценителей важна стабильность. Поэтому для получения единого вкуса сезона Иван-чай смешивают в разных пропорциях. Вкус сезона получен, чай смешан и готов к расфасовке. Директор по качеству Анастасия строго следит за соблюдением всех регламентов на предприятии. Ведь помимо крупнолистового Иван-чая, современное предприятие выпускает еще несколько видов упаковки: фильтр-пакеты, саше и пирамидки. Процесс фасовки Иван-чая в потребительскую упаковку контролируется на каждом этапе. При изготовлении смеси контролируется строгое соблюдение рецептуры. Чтобы получить авторские купажи, Иван-чай смешивают с ягодами, цветами и другими натуральными компонентами. Брусника и ромашка, клюква и мята, чабрец – эти дикоросы не только обогащают вкус напитка, но и усиливают целебные свойства Иван-чая. Иван-чай и купажи из него расфасовываются в различную потребительскую тару. Пачки, пирамидки из нейлона, бумажные фильтр-пакеты, дойпаки. На этапе расфасовки в пирамидке контролируется качество сварных швов и масса нетто. После этого пирамидки поступают по транспортеру на мультиголовку, которая отсчитывает ровно 15 штук для каждой пачки. Автомат упаковывает их в пленку для лучшей сохранности аромата при хранении. И теперь настанет очередь их укладки в коробку. При укладке в коробочку контролируется качество сварных швов и количество пирамидок. Перед тем, как попасть на склад готовой продукции, чай еще раз отправляется в лабораторию для окончательного контроля. Образцы с каждой партии сохраняются до конца срока их годности. Теперь Иван-чай готов к отправке в любую точку мира. Причем имеет он неограниченный срок годности при хранении в заводской упаковке. С годами Иван-чай как благородное вино становится только лучше. Хотя по российскому законодательству на упаковке необходимо ставить конечный срок годности. Вот так из чистого русского леса на ваш стол за 90 дней попадает вкусный и полезный напиток Иван-чай. Невероятный мир вкусов и ароматов в вашей чашке. Приятного чаепития!